Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу поделиться с вами красивым и универсальным узором, который подойдет как для основного полотна, так и в качестве стильной отделки изделия, отдельных его деталей, к примеру, рукава связаны будут таким узором, верхняя часть джемпера. Также красиво он будет выглядеть в качестве ажурной каймы, если пустить по низу изделия этот узор, дальше продолжить вязание лицевой гладью. Он идеально впишется в минималистичные модели, будь то легкий топ или же базовый джемпер, такой, как вы видите на экране. Также с ним можно связать стильный жакет, который будет держать форму. И вообще множество красивых изделий. Сам узор вяжется просто, ритмично и отлично смотрится в однотонной пряже, подчеркивая ее фактуру и придавая изделию изысканную лаконичность. Также он будет красиво выглядеть в легком меланже, точечном таком или твидовом, в градиентном. Тоже получаются очень интересные изделия, особенно если использовать этот ажур в виде декоративной отделки. И вот если вы ищете какой-нибудь универсальный, стильный и при этом очень легкий в исполнении узор, обязательно попробуйте этот вариант. Хотя бы свяжите образец и посмотрите, как он будет выглядеть именно в вашей пряже. А сейчас давайте просто его рассмотрим. Вот так он выглядит при вязании снизу вверх. Если же изделие вязать от горловины, он будет выглядеть несколько иначе, но тем не менее все равно очень интересно и привлекательно. Вот так он будет выглядеть, немножечко иначе будут смотреться эти цветочки. Вот так выглядит его изнаночная сторона. Раппорт данного узора составляет 12 петель в ширину и 20 рядов в высоту. Мой этот образец связан из тонкой шерсти с добавлением кашемира. Здесь идет 320 метров в 100 граммах, и вязала я его на спицах номер 3,5. Вместе с вами я буду вязать этот узор из хлопковой пряжи 200 метров в 100 граммах и на спицах номер 4. Я буду провязывать 2 раппорта узора, чтобы вы увидели вот весь этот переход, который осуществляется при вязании узора, чтобы не сбиться в количестве петель и все цветочки выглядели красиво и симметрично. Для этого я набрала 27 петель, 24 это 2 раппорта узора, 1 петля симметрии в конце ряда и 2 кромочные петли. Если же вы вяжете по кругу, вам нужно набирать количество петель кратное 12. Петли симметрии и кромочные, соответственно, вам будут не нужны. Я набрала петли обычным способом, провязала установочный ряд лицевыми петлями, и у меня по лицевой стороне получился один ряд изнаночных петель. Дальше я начинаю вязать сам раппорт узора. Он начинается с того, что нужно провязать 2 ряда лицевой гладью. То есть первый ряд по лицевой стороне лицевыми петлями, второй ряд по изнаночной стороне изнаночными петлями. Дальше идет формирование вот этих цветочков. Я думаю, в провязывании лицевой глади проблем возникнуть никаких не должно, поэтому эти 2 ряда я провяжу за кадром. Итак, я провязала 2 ряда лицевой гладью, теперь приступаю к формированию самого узора. Третий ряд. Кромочную я переснимаю, далее провязываю 7 лицевых петель. 4, 5, 6, 7. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я поменяла расположение петель на классическое, чтобы первая дужка смотрела на меня, и провязываю их вот таким образом.
Далее идет накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли должны быть открыты или же развернуты, и вторая дужка петли смотреть на меня. И провязываю я их вот так. Далее 7 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И повторяю, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила вязать 2 раппорта узора, ряд заканчиваю лицевой, это у меня петля симметрии, и кромочной. Все четные ряды в этом узоре провязываются изнаночными петлями, накиды при поворотном вязании провязываются также изнаночной петлей. Если же вы вяжете по кругу, то все петли и накиды в том числе провязываются лицевыми. 5-й ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 6 лицевых петель. 3, 4, 5, 6. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее между этими цветочками я провязываю 5 лицевых петель. Только в начале ряда было их 6. 1, 2, 3, 4, 5. И повторяю ажур. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И в этом ряду я буду задействовать петлю симметрии. Вот таким образом. По этому ряду у меня будет заканчиваться просто кромочной петлей. 7-й ряд. Кромочная. 8 лицевых петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Петли у меня также развернуты, и я провязываю все 3 петли вот таким образом одной лицевой. Далее идет накид, и здесь между узором будет не 8, а 9 петель. Только в начале ряда их 8. Обратите это внимание. Если вы особенно начинающий мастер и еще не умеете читать по связанному полотну, то лучше перестраховаться и пересчитывать петли. Итак, провязала я 9 лицевых петель, далее я делаю накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 1 лицевая петля. Я закончила вязать 2 раппорта узора. Ряд заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. За кадром я провязала 8-й ряд, после чего нужно мне провязать 4 ряда лицевой глади с 9 по 12. То есть 9 ряд я провязываю лицевыми, 10 изнаночными петлями при поворотном вязании, 11 лицевыми, 12 изнаночными петлями. Если же вы вяжете по кругу, вы провязываете 4 круга лицевыми петлями. Итак, эти ряды я провяжу за кадром и вернусь к вам, когда начну вязать 13 ряд. Вот как выглядит этот узор на данном этапе. Сейчас вместе с вами я буду вязать 13 ряд. Итак, кромочную я переснимаю. Далее вяжу раппорт узора. 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 7 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6,
7. На этом этапе вы можете себя проверить, правильно ли вы все выполняете. Вот смотрите, здесь были у нас убавления прошлого цветочка. Вот идет эта петля. Это первая из 7 петель, которая провязываем мы между ажуром. С этой стороны точно так. Вот эти убавления, это идет петля, и это последняя петля из этих 7, которые между ажурными цветочками находятся. Если же вот эти будут у вас несовпадения по какой-либо причине, где-то вы сбились, обратите внимание, это такая легкая проверка, которая спасет вас от распускания уже готового изделия, так как если цветочки будут расположены одни правильно, другие неправильно, кроме тех случаев, когда вы хотите, чтобы они были расположены хаотично, это будет портить внешний вид изделия. Продолжаю вязать второй раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 6 лицевых петель, 2, 3, 4, 5 и 6. Обратите также внимание, что в конце поворотного ряда петель будет не 7, а 6. Я закончила вязать 2 раппорта узора, ряд заканчиваю 1 лицевой, это у меня петля симметрии, и кромочной. 15 ряд. Кромочную переснимаю, далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 лицевых петель между ажурами, 3, 4, 5. И повторяю, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 5 лицевых петель, 3, 4, 5. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю лицевой, это петля симметрии, она не входит в узор, и кромочной петлей. 17 ряд. Кромочную переснимаю, далее 2 лицевые петли, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 9 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, и ряд заканчивается 7 петельками. 3, 4, 5, 6 и 7. Я закончила вязать 2 раппорта узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. После того, как будет провязан 18 четный ряд, нужно будет провязать еще 2 ряда лицевой гладью, 19 и 20. И обратите внимание, что раппорт узора в высоту заканчивается 2 рядами лицевой глади и начинается 2 рядами лицевой глади. То есть между цветочками в полотне будет всегда провязано 4 ряда лицевыми. И вот так он выглядит в хлопке, этот ажур. Так что если вы любите минимализм так, как я, думаю, вам этот узор пригодится, и вы что-нибудь с ним свяжете. Вообще мне очень интересно, сколько у меня на канале любителей минимализма, потому что я лично отдаю предпочтение минималистичным узорам. Также люблю вязать японские узоры. А что любите вы? Всем хорошего дня, до встречи на канале!